Ну что, тогда продолжим. Итак, как я уже говорил, сначала нам понадобится программа. Называется она SketchUp Make. Заходим в SketchUp Make. Никаких сложностей, как я уже говорил, программа бесплатная. Скачивается она напрямую с сайта разработчика. Тут много вариантов языков. Выбирай себе какой хочешь. Я лично предпочитаю английский вариант. Здесь вот совершенно такая не очень заметная кнопка Download. Ее я нажимаю и, соответственно, скачиваю файл. Когда он скачается, я к тебе вернусь. Ну что ж, программа скачалась. Скачалась она у тебя наверняка в папку загрузки. Как ее ставить, мне совершенно не обязательно тебе рассказывать. Без меня все прекрасно знаешь. Запускаешь двойным щелчком и просто дальше даешь автоматическому процессу завершиться. Когда она у меня поставится, я к тебе вернусь. Ну что, программу поставили, пора начинать использовать. Первый раз, когда начинаешь использовать программу, нажимаешь Start Using SketchUp, открывается окно, список выбора шаблонов, в которых ты будешь работать. Например, я предпочитаю использовать миллиметры, но в целом в дальнейшем это не будет иметь сильного значения, поэтому можно выбрать миллиметры и поехали. Первое, что мы сделаем, удалим картонного человечка и инструктор. Закроем это окошко, чтобы оно нас не отвлекало анимацией. Свободное пространство, в котором мы работаем, но нам нужно не столько 3D пространство, сколько вид сверху, соответственно, как и в прошлый раз. Заходим камера, параллельная проекция, камера, стандартные виды, вид сверху, топ. Для того, чтобы двигать свой лист по экрану, как я уже тебе говорил, ты зажимаешь Shift и нажимаешь среднюю кнопку мышки. Вот как-то так двигаешь, так я расположу свой лист, так мне будет удобнее работать. В компонентах я нахожу Кодзама. Только писать желательно все-таки латиницей. Кодзама. Вот он их ищет в интернете. Находит целый список. Щелкаю по зеленой ссылке. Открывается окошко с виртуальным складом Кодзама. На виртуальном складе, в коллекциях, я нахожу динамические компоненты. Среди них мне нужны стены. Ну, вот так неприглядно на первый взгляд смотрится, но тут нужно зарегистрироваться, прежде чем он нам позволит что-то скачивать. В этом никаких сложностей нет. Заходим на сайт Trimble. Через Google можно набрать, залогиниться в Trimble. Логин. Trimble. Захожу по первой же ссылке. Передо мной открывается диалоговое окно. Здесь мне нужно просто создать новый аккаунт. Создать новый идентификатор Trimble. Появляется страница с полями для заполнения. Заполняй их, пожалуйста, сам. Здесь я заполню свою информацию, а ты свою. И после этого мы вернемся к работе в программе. Итак, у меня уже есть аккаунт, я так понимаю, у тебя тоже. Пробуем еще раз. Динамические компоненты. Вот они, стены. Скачиваю. Он мне предлагает залогиниться. Теперь у меня есть вся необходимая информация. Ввожу почту. И следом ввожу пароль. Супер. Я в системе. Ну, естественно, соглашение. Я с ним, естественно, соглашаюсь. Скачиваю. И на этот раз, наконец-то, я скачиваю себе стены. На первый взгляд, совершенно неприглядная вещь, но это динамический компонент, соответственно, ему можно задавать различные параметры. Как это сделать? Окно.
И опции компонентов, Component Options. И здесь ты видишь два поля. Длина X, красная линия это X, и ширина Y. Ось Y обозначена зеленым. Я знаю, что у меня есть длина основная, это 6,6 метра. Я ввожу их в сантиметрах в соответствующее поле. Нажимаю Enter, и первое, что ты видишь, изменяется ширина помещения. По Y, то есть в высоту помещения, 5 метров 85 сантиметров. Enter, и ты видишь, все изменилось. Теперь у нас есть основное помещение, но кроме этого основного помещения у нас есть перегородка, есть санузел. И сейчас я тебе покажу, как со всем этим разобраться. В коллекциях, в динамических компонентах. Есть еще более неприглядная на первый взгляд модель Partition перегородка. Но тем не менее от нее есть польза. Скачиваю. И я знаю, что длина 5,8 метра. Соответственно, 585 сантиметров. Ввожу, нажимаю Enter. Изменилась длина перегородки. Двигаю ее, перегородку, за угол, в нижний левый угол помещения. И ставлю их рядом друг с другом. Так мне будет удобнее отодвинуть на точное расстояние и создать необходимое помещение необходимой ширины. Беру, начинаю двигать по оси X и ввожу с клавиатуры в миллиметрах нужный размер 3800 миллиметров, 3,8 метра. В правом нижнем углу отображается все, что ты набираешь. Enter, и перегородка встает на свое место. Супер. Следующим шагом мне нужны тамбур и санузел. Начнем с санузла. Нет необходимости еще раз копировать эти 4 стены. Их можно вновь использовать повторно. Я их выбираю. Нажимаю кнопку Move. Не очень интуитивно для копирования. Нажимаю Ctrl. Не надо держать, просто один раз нажимаю. И когда начинаю двигать, я вижу, что у меня скопировались эти стены со всеми параметрами, которые я вводил. Теперь мне нужно изменить параметры. Это 1,5 метра, 150 сантиметров длина по X и 85 сантиметров по Y ширина. Применяю, и вот мое маленькое помещение. Хватаю за угол, пристраиваю ко внутренней части помещения основного и знаю, что между стенками у меня будет 1,30 м, 1300 миллиметров. Тогда я выбираю свои стеночки, нажимаю кнопку Move, двигать, и двигаю по оси Y, ввожу расстояние 1300 или 1,30 м. Вот, я поставил нужное место стенки, которые будут обозначать помещение санузла. Точно таким же образом я сделаю себе тамбур. Скопирую существующие стенки, введу нужные размеры. В данном случае это 1,80 м по X и 95 сантиметров по Y. И вот изменились размеры. Тут мне нужно его поставить примерно посередине. Вот где-то здесь у меня располагается тамбур. Замечательно. У меня есть основное помещение, которое разделено перегородкой. Есть санузел и есть тамбур. Что будем делать дальше? Естественно, расставим окна, двери, для того, чтобы можно было ходить, для того, чтобы поступал свет. И у нас появится уже прекрасное базовое помещение. Вновь заходим в коллекции, на склад. Динамические компоненты. Находим дверь. Door. Скачиваем. Вот появилась дверь.
И в данном случае дверь 90 сантиметров. Но входная дверь чаще всего бывает шире, проем входной двери. Чаще всего она бывает 1,1 м. Поэтому я пишу 110 сантиметров. Она стала длиннее. Хватаю ее за угол. Нет, лучше за нижний левый угол. Равняю по стенке и двигаю по оси X примерно посередине тамбура. Отлично, стоит где нужно. То же самое. Move, нажимаю Ctrl и копирую тем самым. Беру за уголок и копирую тем самым еще одну дверь. Вот я ее приравнял и подвинул посередине. Вот примерно так. Отлично, мне кажется, вот тут этот проем должен стоять. Две двери, входная из тамбура и входная в основное помещение. Прекрасно, теперь мы можем войти в наше помещение. Но у нас есть еще и перегородка и санузел. Тут тоже бы желательно ходить из одного помещения в другое. Я беру и вновь привычными уже методами копирую дверь. Щелкаю по одному из красных крестиков. Это плечо для поворота. Поворачиваю на 90 градусов. Но здесь мне уже нужна дверь не 1,10 м. Сейчас я тебе все покажу. Сейчас приравняю. Один момент. Вот я ее приравнял. Подвинул по стене. Так, вот сюда. Теперь не 1,10 м, а скорее всего 80 сантиметров проем. Да, вот он стал чуть пониже, поменьше, покороче. Я его подвинул на нужное место. И теперь остался только дверь в санузел. Опять копируем. Широковато, да? Обычно она бывает 70. Давай исправим. Вот так. Ну хорошо. Вот мы разобрались с дверями. По помещению можно ходить, но света в нем пока естественного нет. Соответственно, мне необходимо, нажимаю на зеленую ссылку, захожу вновь на склад, в коллекции, динамические компоненты и нахожу модель окна. Window, bro. Окей. Вот окно. По умолчанию 1 метр в длину, но чаще всего бывает 1,20 м. Давай так и сделаем. 120 сантиметров. Enter. Оно изменилось. Беру за плечо, поворачиваю на 90 градусов. Хватаю за уголок. Капризничает, не хочет приравниваться. Ну, не страшно, можно примерно на глаз. Сейчас. Главное, чтобы оно стояло на стене. Вот, отлично. Окно стоит там, где надо. И в другое место, на другую стенку тоже мы его поставим, как на картинке. Move, Ctrl, хватаем за угол. Здесь оно привязалось. Подвинем немножко по оси Y. И вот. У нас есть базовое помещение с дверьми, с окнами. Теперь ты можешь здесь расставлять все, что ты хочешь. Стеллажи, оборудование, все необходимое. Сейчас я тебе покажу, как это сделать. Ну что ж, мне, честно говоря, не очень нравится, когда пересекается чертеж и одна из осей. В этом нет ничего страшного, но просто у меня срабатывает некий перфекционизм. Поэтому я чуть-чуть все это подвину. Вот так. И теперь мы с тобой продолжим. Первое, что мы видели с тобой на картинке, это... кстати, не забывай сохраняться. Это стеллажи. Простые стеллажи, на которых у тебя, собственно, будет лежать вся твоя продукция.
Их рисовать очень просто, их нет нигде в складах наших, скажем так, виртуальных, ну, потому что в них нет необходимости. Ты уже умеешь рисовать прямоугольники, в первом уроке я тебе все рассказал, поэтому мы берем карандаш и знаем, что у стеллажа ширина 60 сантиметров. Начинаем рисовать и вводим с клавиатуры 600. Это 600 миллиметров, это 60 сантиметров. Enter. Дальше мы знаем, что ширина помещения левого основного 3800 миллиметров, то есть 3,8 метра. Соответственно, по оси X я ввожу 3800. Опять Y 600. И замыкаю. Ну что ж, замечательно. У меня получился стеллаж. Я его ставлю сюда на место. Да, для того, чтобы, кстати, его вот так выделить, как я сейчас это сделал, это двойной щелчок. Я просто 2 раза щелкаю, и весь объект выделяется. И у SketchUp есть такая неприятность, если, например, у меня несколько разных объектов пересекаются, что он будет делать? Например, я захочу выделить этот объект и отодвинуть. Он возьмет и начнет деформировать другой объект. Так вот, чтобы этого не случалось, объект, который ты создал, его нужно превратить в компонент. То есть ты выбираешь свой объект, нажимаешь на него правой кнопкой мышки и говоришь Make Component, сделать компонент. Даешь ему какое-то имя, например, в данном случае стеллаж. И у тебя есть, ну, сейчас он сообразит, и у тебя есть один стеллаж. Супер. Но у нас их 2. И второй мы рисуем точно так же. В данном случае уже по оси X у нас 600 миллиметров, 60 сантиметров. По оси Y давай прикинем. Видишь, в правом нижнем углу отмеряется расстояние, когда я двигаю карандашом туда-сюда. И я понимаю, что где-то примерно 1,80 м, 1800 миллиметров. Это будет то, что надо. И у меня есть второй стеллаж. Выбираю его и делаю из него точно так же компонент. И говорю ему стеллаж 2. Прям как будто кино снимаем. В левом и в правом нижнем углах тоже есть стеллажи. Ты теперь уже знаешь, как это рисовать, рассказывать не буду, просто сейчас быстренько нарисую. Здесь, я думаю, у меня где-то 1100 на 600. И говорю ему компонент. И называю его стеллаж 3. И еще один будет примерно длиной тоже 1800 на 600. Замыкаем. Тарарарам. Тоже make component. И называем его стеллаж 4. И тут даже надо такие же нарисовать. А может проще скопировать. То есть, как я тебя уже учил. С помощью кнопочки Ctrl. Вот я скопировал. Но теперь мне это надо отразить. То есть я выбрал 2 объекта. И говорю flip along. То есть не отразить, а как будто бы метнуть по оси X. Red direction. Вот она. И отлично. Ставлю в угол. Все здорово. Только на дверь попадает. Давай дверь подвинем. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, в существующем помещении ты вот так вот легко проемы не будешь двигать. Соответственно, ты будешь изменять размеры стеллажа. Но в моем случае у меня помещение несуществующее, не фактическое, поэтому я могу себе позволить маленький чит и подвинуть дверь. Так, да, не забывай сохранять свой файл. Что мы делаем следующим шагом? Помимо того, что у меня есть стеллажи, у меня же еще есть и прилавок. Стоит он примерно где-то здесь. И сделать его точно так же просто, как и делать стеллажи. Где-то он, скажем, будет 1,20 м в длину. Может даже и 1,50 м. Извини. И где-то те же самые 60 сантиметров, 600 миллиметров в ширину.
Его, кстати, можно покрасить в другой цвет. Заходим в материалы. В материалах находим Colors. И я думаю, что ему подойдет какой-нибудь светлый серый. Для того, чтобы он отличался от всех остальных. Выбираю его. Опять-таки говорю ему, только не делай группу, это не поможет. А вот компонент. И называю его прилавок. Прилавок готов. Ставлю его на место. Эп. Замечательно. То есть у тебя уже есть некий магазинчик с прилавком, с большим количеством различных стеллажей. И все это примерно плюс-минус помещается в хрущевке. Прикинь, уже маленький бизнес. А, кстати говоря, вот здесь тоже какой-нибудь стеллаж, но, скорее всего, уже стеллаж не для продукции, а для твоего офиса. Ты можешь его ставить здесь сам, я тебе его рисовать не буду, ты уже сам знаешь, как это делать. А вот в правом нижнем углу я тебе сейчас покажу. Вот здесь у нас стоит холодильник. Ну, конечно, я не заставлю тебя рисовать этот холодильник. Ну, зачем? Поэтому среди компонентов у нас уже есть Кодзама. Готовые вещи. Зелененькая ссылка. Попадаем на наш склад. Коллекции. Кухонные компоненты. Вот он у меня рефрижератор. Скачать. И вот я его ставлю здесь в угол. Дальше, рядом с ним, как ты видел на картинке, стоит гранитный стол. Он все там же, на складе. В коллекциях. Но теперь он уже в equipment. Потому что это часть оборудования. Вот он, гранит тейбл. Очень простенький. Лишние вопросы задают. Индустрия, архитектура. Неважно, какой язык. Поехали. Да-да, архитектура. Конечно. Финиш. Теперь, когда Trimble от меня отстал, я наконец-то скачиваю себе гранитный стол и точно так же ставлю его в угол. Отлично. Они рядышком стоят, как красиво. И да, вот здесь, как ты видел на картинке, стоят две моечки. Они все там же, на нашем складе. Ах, вот что он сделал. Он поменял мне язык, зараза. Ну, ничего страшного. Это меня не смутит. В кухонных компонентах я нахожу Kitchen Sink. Ставлю здесь один и копирую его тут же, как я тебе рассказывал. Беру Move, нажимаю Ctrl и оп, отлично. У меня есть две моечки, а рядом с ними стоит столик. Как столик делать ты уже знаешь. Ну давай еще разок его нарисуем. Прям даже не будем размерами баловаться, а по углам пройдемся. Вот у меня есть. И дадим ему тот же самый светлый, серый цвет. Теперь я точно знаю, что это у меня стол. И я его, конечно, сделаю компонентом. Я сам тоже свой язык начал менять. Стол. Кухонный. Допустим. С этой стороны, как ты помнишь на картинке, есть прям рабочий стол. И мы его сделаем довольно длинным. Ну, ты уже знаешь, да? 600 миллиметров. По оси Y я прикидываю где-то 2 метра. И замыкаю. Конечно же, я его сделаю светлым серым. А как же иначе? Я его сделаю компонентом. И скажу ему, что это будет стол для оборудования. Супер. Теперь. На картинке есть несколько видов элементов настольного оборудования. Просто вот для маленького производства. Где они, ты уже знаешь. Я тебе еще раз покажу. Опять не тот язык. Кодзама.
зеленая ссылка и попадаем на склад, который... О, отлично, вернулся в английский язык. Замечательно. Коллекции, equipment. И что ж, у меня есть там маленький настольный дрожжировочный барабан. А вот он. Да, будьте так добры, скачайте. Поставил, повернул, поставил на стол, нечего ему в воздухе висеть. Идем дальше. Там у меня есть настольная гитара, коллекции, оборудование. Настольная гитара. А вот она, мини-гитара. Кнопочка Download. Да, будьте так добры. И повернем ручкой к человеку. И поставим. Отлично. Мы уже можем делать простенькие трюфели. Теперь нам нужен инкубатор. Коллекции. Инкубатор. Вот он. Будьте так добры, дайте нам инкубатор от Кодзамы. Повернем и поставим. И теперь у нас осталась ванна с колесом и вибростолик. Заходим. Коллекции. Equipment. Где же? Вот она. Вот она, родная ванночка с колесом. Поворачиваем лицом к человеку. Он же будет с этой стороны подходить. Ставим на стол. И остался только вибростолик. Вибростолик. Коллекции. Equipment. И вот он, вибростолик. Да-да, будьте так добры. Поворачиваем его решеткой в сторону ванночки. И ставим решеткой над ванночкой. Ну смотри, мини-производство. Можешь делать дрожжи, плитки. Можешь делать различные конфетки. Прям замечательно. Вот твоя крафтовая. Располагаешь здесь и здесь же продаешь. Все на свежак. Теперь, на картинке ты видел, что есть размеры. Поставить их несложно. Давай я тебе сейчас покажу как. Итак, да, кнопочка спрятана довольно глубоко. Она здесь, Dimensions. Но, тем не менее, пользы от ней все равно много. Вот те самые 5 метров 85 сантиметров. Tools, Dimensions. Вот те самые 3,8. Далее здесь у нас остается 2,6. Это помещение шириной 3,3. И как ты помнишь, 85 сантиметров у нас была ширина санузла, чуть не сказал унитаза опять, и длина 1,5 метра. И здесь, ты помнишь, было 1,30 м. Супер. Так и осталось. Но здесь нет смысла, здесь те же 2600. Ну, пусть будет, если хочешь. Тамбур 1,80 м на 90... промахнулся. На 95 сантиметров. И вот у тебя есть базовый чертеж, довольно стильный, с базовыми размерами. И ты теперь точно знаешь, какие у тебя пространства, где и как расположено оборудование, и что внутри этого помещения ты уже можешь делать и продавать. Ну что, дизайнер, готов строить бизнес?